Александр, я вот знаю, что ты сам из Эстонии, но живешь также в Египте. То есть ты живешь на две страны. Вот чем ты занимаешься в Эстонии? В Эстонии я занимаюсь, ну, во-первых, у меня своя фирма по организации проведения мероприятий, вот, соответственно, я организую мероприятия. Так как в Эстонии все-таки у нас погода не позволяет делать круглогодично, например, там, мероприятия, и люди все-таки предпочитают свадьбы делать в теплое время года, да, соответственно, это лето. Вот. Также и у нас есть пару госпраздников, которые у нас, там, Яна Вануч, например, которые подразумевают обязательно, чтобы это проходило на улице, так как там обязательно должен быть костер, танцы, гуляния и так далее. Ну, что-то наподобие, как Ивана Купала в России. Вот. И поэтому у нас, можно сказать, что такой вот сезон, полгода, это вот в Эстонии, начиная с конца весны, заканчивая там осенью. Поэтому это, наверное, по вопросу, чем я там занимаюсь, да, ну, плюс у меня же там сын, у меня там семья, и я обязан и хочу, я по ним скучаю, вот, поэтому я провожу вот полгода еще и с ними. Также ведь у меня есть еще и концерты. За вот этот год я дал, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, я дал 5 или 6 концертов. И еще у меня есть традиционный ежегодный концерт Happy Birthday Stand-Up Show. Это в свой день рождения я делаю. Приглашаю разных творческих юмористов, друзей, приятелей, коллег вот, поучаствовать в концерте. Вот. И это, наверное, вот 3, наверное, причины, причины, почему я в Эстонии и чем я там занимаюсь. Вот. То есть это, получается, бизнес, семья и концерты. Вот. Ну, естественно, еще и Рождество и Новый год. Тоже прилетаем отмечать, потому что мы отмечаем эстонское Рождество, это у нас 23-24 декабря, и Новый год сам. Но Новый год как отмечаю и работаю. Единственный праздник, когда я не работаю, это Рождество. У меня прям железобетонно принято такое давным-давно решение, что Рождество — это строго семейный праздник, и я его провожу всегда с семьей. Вот. А что здесь планируешь делать? Планирую, да, никаких планов никогда и не было, то есть я в Египте, скорее всего, это мой такой длительный отпуск, типа полгода работаю, полгода отдыхаю, но у меня здесь причин находиться, честно говоря, только одна, это моя любимая супруга Яна, вот. Что? Нет, это не причина, ты причина, вот, просто ей нравится погода. То есть ей нравится погода в Эстонии, ей все нравится в Эстонии, кроме погоды. Вот. Если там была бы такая погода, я думаю, мы все время были бы в Эстонии. А я здесь, потому что Яне здесь нравится погода. Здесь, естественно, я не работаю. Вот. Это мой такой длительный отпуск. Вот. Альфонс. Живу за счет жены, она работает. Шикарно. Да. Она у меня фотограф. Вот, известный, крутой, профессиональный. Да. Так что вот. Ну, а чтобы не заржаветь, да, я здесь так или иначе все равно какие-то концертики даю, принимаю участие в концертах. Вот сейчас, вот, например, Роман Третьяков прилетал, да, давал концерты. В рамках его концерта я был приглашенным гостем, тоже там и старый, и новый материал. Была возможность проверить на зрителей внутренний юмор, который только там на тему Египта, который понятен только тем, кто находится здесь, да, там или в Хургаде. Вот. И сейчас мы готовим концерт Севы Москвина. Вот 18 апреля у нас в Лондон-Бридж на Старом Шератоне пройдет. Мой старинный давнейший друг, наикрутейший чувак. Вот. Так что вот он к нам сейчас летит, и вот сейчас занимаюсь именно организацией его концерта, вот. В котором я тоже, кстати, буду принимать участие так или иначе. Ну, по просьбе Севы. В планах не было, но Сева попросил, чтобы я тоже с ним вместе выступал, так что буду тоже. Как отреагировала публика на рекламу? С публикой у нас вообще как бы очень так что непонятно. Я просто привожу к примеру того, что давайте смотреть фактом в лицо, да, и в Хургаде ничего не происходило, и в целом да и не происходит, да, вот там знаковое событие, приехал Роман Третьяков. Ну, многие, наверное, не очень знакомы с его творчеством, да, как таковым, и большинство, естественно, пришли посмотреть на Романа самого, как на персону, да, который бывший участник «Дома-2», который когда-то они смотрели, да, вот теперь он приехал к ним, и вот он живем, можно посмотреть, там с ним сфоткаться и так далее. Потому что Роман именно как стендап-комик все-таки еще не настолько известен, да, и настолько еще понятен большой массе публики. То есть для этого нужно заходить в YouTube и смотреть, или ходить на его концерт, чтобы ознакомиться с его творчеством. Соответственно, после того, когда уже посетили, да, многие, кто влюбился, кому понравилось, да, его творчество, кому нет. Вот. А несмотря на все это,
это у нас же как получается? Мы делаем рекламу, вот сейчас Севу, да, мы делаем рекламу, и мы видим, что люди в комментариях пишут там, кто это. Но давайте, объективно, да, у тебя, что, интернет-трафика хватило, чтобы написать только этот комментарий, кто это, и на этом все. То есть не хватило, написать в Google Сева Москвин или в YouTube Сева Москвин. Я думаю, ты куда же больше можешь получить информации, если ты именно там, да, познакомишься с человеком, которого ты не знал. И нельзя всех знать. То есть если, например, мы образно, да, если я кого-то не знаю, да, я не буду писать в комментариях для того, чтобы узнать, кто это. Вряд ли мне кто-то ответит, кто-то мне именно в комментариях сможет мне это объяснить, да. Если есть какой-то человек, который, не знаю, там, широко известен в узких кругах, да, к примеру, и ты о нем не знаешь, это две вещи, да. Либо ты тупой, да, либо как бы все нормально, и ты знать не должен. Вот и все. То есть здесь нету как бы третьего, здесь не виноват тот человек, кто приедет выступать. И о ком речь, не он виноват, что ты его не знаешь. И вот мы и привезем, вот есть возможность познакомиться. Приди на концерт, познакомься. Нет денег на концерт, нет времени, нет желания, да, там идти. Интернет, пожалуйста, то есть, пользуйся. А у нас получается такое ощущение, что у всех интернета хватает ровно, чтобы сидеть только в Фейсбуке. И строчить. Кто-то пишет, у нас там самый главный заголовок, там, приходи получить культурный шок. И кто-то, нафиг такой культурный шок, что это за культура и так далее. Слушайте, на секундочку, пишет человек, да, я захожу в профиль, я вижу, что этого человека в целом жизнь никакая, от слова совсем. Она постит каких-то левых людей, их жизнь, какие-то чужие достижения, все время о ком-то говорит, кого-то восхваляет, кого-то обсирает. А у самой, то есть 0,00. То есть ведь Facebook это же социальная страница, да, то есть где все-таки она должна отображать нет-нет, твою жизнь. А если ты ее не ведешь, в плане ты как бы не публикуешь, да, ее, ты создал ее для чего? Чтобы ходить и гадости только писать. Но если только с этой целью, да, обойди нас стороной. Потому что сам Сева лично тебе ничего плохого не сделал. Чтобы ты как бы там писал там какие-то про него гадости. Или там у нас был комментарий, что какая же это культура, если мат через мат. Начнем с того, что это не про Севу. Не надо всех под одну гребенку. То есть Сева не только на сцене, он и в жизни-то не матерится. У человека, на секундочку, 2 высших образования. Музыкальное и филологическое. Человек занимается творчеством более 25 лет. У него миллиард регалий, куча заслуг. Он работал с известнейшими актерами, музыкантами и певцами, чьи имена всем известны, да? А то, что Сева не настолько известен, как его коллеги, например, так это не вина Севы. Просто это его, он скромный парень, он никогда не рвался к звездам, ему не нужна никакая слава. Ему просто очень важно заниматься творчеством. И ему абсолютно плевать, нравится это кому-то или не нравится. Это как художник, он рисует не для покупателя. Он рисует, прежде всего, так, как он умеет и как он это чувствует. А найдутся ли ценители? Да найдутся. У Севы никаких проблем нету со зрителями. Все его концерты, в которых он принимал участие, все билеты все распроданы. Все нормально. Поэтому я говорю, широко известный в узких кругах, да, у него есть определенный свой зритель. Я очень рекомендую всем загуглить и посмотреть в Ютубе, кто такой Сева Москвин. Я так говорю не потому, что я организатор его концерта, и я так не говорю, потому что он мой лучший друг, да. Я так говорю, потому что в целом я возмущаюсь людям, которые в своей жизни дальше пальм и жопу верблюда ничего не видели, готовы обсирать, обсуждать, критиковать человека, с которым они не знакомы не только в жизни, не только в творчестве, но даже просто не почитали про него самую короткую статью в Википедии. Просто те люди, которые это строгают, у меня вопрос, к ним, а у вас-то какие достижения? Вас-то кто знает? А у вас, может быть, есть, страничка в Википедии про вас? Или, может быть, если я загуглю ваше имя, фамилия, мне сразу выдаст информацию именно о вас, а не о вашем однофамильце? Я думаю, нет. Тем более, давайте честно, Сева очень достаточно простое имя. Москвин тоже не самая редкая фамилия, да? То есть, соответственно, в
поиске должны будут появиться еще какие-то люди, одноименные, но фамилийцы. Но там появляется именно он. Вот и все в целом. То есть я возмущен. Я возмущен, потому что мне очень жаль, что злых, завистливых людей гораздо больше, вот если мы ставим на весы, да, они перевешивают. Они перевешивают, и, а мы говорим все-таки о творчестве. Творчество – это вещь, которую ее нельзя потрогать, ее даже нельзя купить, да. Ей можно насладиться, и можно прийти, кайфануть, получить эстетический и культурный оргазм от выступления, да. Можно прийти и не получить его, можно, наоборот, получить негативные какие-то эмоции, да. Но творчество, прежде всего, это вещь, которая вызывает эмоции. Это вещь, которая тебя должна вдохновлять или тебя каким-то образом, твой внутренний мир расшатать. И если у Севы это получается, значит, он все делает абсолютно правильно. И поверьте мне, он это делает легко. Он это делает ненавязчиво, он это делает даже, наверное, не потому, что у него стоит такая цель. А просто так получается, что бы он ни показывал со сцены, как бы он ни пел, как бы он ни играл, как бы он ни шутил, как бы он не выдавал весь свой продукт, у него получается оставить людей, не оставлять людей без эмоций. И как в 99, наверное, даже 100% случаев они все положительны. Я не знаю на планете Земля ни одного человека, кто мог бы хоть что-то сказать про Севу плохое, кто с ним знаком. Хотя бы знаком с его творчеством. Но не знаю, не встречал. Я не встречал ни под одним концертным видеороликом или выступлением Севы Москвина, под комментарием, ни одного негативного, ни одного. Потому что для того, чтобы написать комментарий, ты должен как минимум был включить этот видеоролик. Соответственно, ты хоть чуть-чуть, но уже посмотрел. Ни одного негативного. Это о чем-то говорит. Или же эти комментарии, которые у нас здесь происходят в Хургаде, где человек ничего не посмотрел, ничего не видел и просто вот под афишей строгает. Но такое пишут в основном люди, которые не реализованы. Нет, я не знаю этих людей, не знаю, насколько они там реализованы, насколько но то, что они пишут, она же никак не связана с этими, как сказать, с реальностью, то есть с действительностью, она не имеет ничего общего. Соответственно, я могу сделать выводы, что это люди либо просто злые по жизни, обиженные, оскорбленные чем-то, может быть, завистливые, но не знаю. Это же проблема в целом, это же проблема общества. Это проблема общества, это наш социум, это огромная проблема, что у нас люди очень сильно озлобленные, очень сильно завистливые, очень... Да, это, наверное, несчастливые люди. Просто несчастливые люди, которые, знаете, есть такая вот детская поговорка, да, сам не ям, другим не дам. То есть сам на концерт не пойду и другим отобью желание туда идти. Но здравых людей у нас все-таки хватает, поэтому, я думаю, эти комментарии никак не повлияют в результате на решение человека идти на концерт или нет. То есть я очень надеюсь на то, что мы не столкнемся с тем, что люди пришли, увидели рекламу, да, почитали комментарий, кто-то написал там типа какую-то гадость, да, про Севу, а он такой так хотел пойти, он почитал, такой, о, спасибо за этот комментарий, я теперь не пойду. Хотя в целом я тоже скажу, я вот, например, фильмы, да, вот онлайн выбираю, да, смотрю, рейтинг низкий, захожу в комментарий, гадости пишут. И я такой, на это не стоит время тратить и это смотреть. И это действительно имеет какое-то, но нет, но влияние. Иногда я игнорирую это и смотрю. И бывает, что действительно комментаторы правы. Бывает с точностью наоборот. Вот вчера как раз мы посмотрели фильм, который низкий рейтинг, плохие отзывы. Но мы посмотрели, кайфанули, на удивление. «Необъяснимое» с Николас Кейджем, да, 2017 года. Очень рекомендую, кстати, посмотреть. Очень интересный сюжет и непредсказуемая концовка такая. Триллер-детективчик, я бы даже сказал, в неком случае. Ты вот раньше жил в Хургаде, а теперь в Сахалхашиш. Как тебе здесь публика? А я не знаю про публику. Мы здесь живем, чтобы как бы более уединиться. Во-первых, здесь поспокойнее, здесь тише, здесь есть какие-то свои правила поведения для всех. И мне это нравится. То есть, если, например, к примеру, здесь нельзя приставать к людям с
предложением что-то купить, пытаться тебе что-то впарить, просто до тебя домогаться, эй, братан, вот это, знаете, вся история. То есть это как какое-то время сначала забавно, потом тебе начинает это немножко надоедать, что какой-то тебе неизвестный парень тебе позволяет с тобой там, эй, братан, с тобой так разговаривать. Да. Плюс здесь, да, здесь очень чисто, здесь максимально, то есть более чистого места во всем Египте я нигде не встречал. Здесь красиво, здесь хорошая инфраструктура, здесь красивый ландшафт, дизайн, очень много зеленого и вообще сервис. То есть, ну, наверное, все, что нужно человеку действительно для отдыха. Не для того, чтобы все время находиться в напряжении, что кто-то бибикает тебя под окнами, потом у тебя вода пропала или электричество отключили на сутки, и ты не знаешь, к кому обратиться, и не знаешь, когда он вообще появится у тебя, что у тебя там помойка стоит под окнами, да, ее не выносят, там куча кошек тусуется, пируют. То есть всего этого здесь нету. Курортный закрытый район очень нравится, конечно, очень нравится. Он очень компактный, он очень... Называется он Азура. Вот. Так что все, кто хотели бы меня найти, то знаете, я в Азуре. Мне здесь очень нравится. Мне здесь очень нравится. И, пожалуй, я, наверное, если до этого очень критично относился в целом и хотел отсюда очень сильно свалить с Египта, то когда мы уже сюда переехали, я, наверное, стал меньше ныть по этому поводу. Да? Да, ну теперь я уже как бы так. Я говорю, что я, конечно, хотел бы уехать, но я не ною. Да. И сюда мне не стыдно и пригласить и друзей, и родственников. Там постоянно кто-то прилетает. Вот мама сейчас вот прилетала у меня с племянницей очередной раз. Сестра прилетала с мужем, друзья прилетали. То есть, ну, у нас родственники, вот Янина племянница тоже прилетала. Сейчас вот Сева прилетит. Класс. То есть есть где остановиться, есть что показать. И чтобы нашим друзьям и родственникам, гостям тоже всем было очень комфортно находиться здесь. И это прикольно. Это очень здорово. Скажем так, цена вопроса, да, если мы ставим на весы расходы, да, и комфорт, и спокойствие, и уют, да, то вот это все, то есть куда тяжелее, куда мощнее, куда мотивирует тратить эти деньги. Да. То есть у меня нет ощущения, что меня обманывают, или я переплачиваю, или мне этих денег жалко. Есть скупой платит дважды, знаете, да, вот, поэтому в целом все классно. Вы с Яной познакомились в Хургаде. А вот чем она тебе понравилась? Ведь красивых девушек много. Так, во-первых, дорогие зрители Виктории, вы просто не видели мою супругу, вот, поэтому, может быть, красивых девушек много, но таких красивых, как моя супруга, я еще не встречал. И дело же не только в красоте. Она же у меня, во-первых, крутая, талантливая, сексуальная, очень умная, образованная, харизматичная, креативная, она очень хозяйственная, она очень вкусно готовит, она постоянно меня пинками, волшебными пиндалями гонит. Пошла миллионерская, Зайка, остановись. Она, ну, что я еще могу про нее сказать? Ну, слушайте, ну так же это как? Это же любовь. Я ее люблю. То есть ты влюбился с первого взгляда или постепенно? Не, с первого взгляда, да. Да, не, конечно, однозначно. Ну, как и она в целом. Но я думаю, она быстрее, она раньше. Ну, и ты такой интересный, харизматичный. Получается, у вас вот эти все качества совпали просто. Я не знаю, ну, что там совпало, просто получилось, что мы по душе очень близки, у нас одинаковые ценности по жизни, то есть у нас общая цель, ну, и плюс мы же еще оба творческие. Класс. То есть она занимается фотографией, я занимаюсь сценой, она часто меня фотографирует, кстати, я часто ее фотографирую, она научила меня фоткать, теперь я могу фоткать ее, мы придумываем, изредка, но мы придумываем всякие разные контенты, чтобы сделать что-то интересное совместное. Вот у нас там на странице можно посмотреть. Она, кстати, довела даже ТикТок, о котором я недавно узнал, и там какие-то даже просмотры есть. Она там часто меня выкладывает, я потом только об этом узнаю. И
Нет, ну мне с ней очень комфортно. У нас, конечно, безусловно, бывают там спорные моменты, где мы не согласны с друг другом. Но несмотря на все это, мы всегда приходим к какому-то общему соглашению. Она достаточно мудрая, чтобы со мной в некоторых вещах соглашаться, при этом не быть согласной. Я достаточно с ней уже прожил, чтобы научиться уступать. И не надо все время как бы бороться только за свое мнение, за свои какие-то там вот хотелки, а надо уметь просто уступать. Вот. Это вот все, чему нас всегда бабушки учили, да, там, надо уметь уступать, да, там. Правда? Да, и все. Кто умнее, тот как бы и уступит. Вот. Поэтому мы чаще занимаемся тем, что мы доказываем, кто умнее, мы уступаем. Кто первый уступил, тот самый умный. Плюс она же у меня, в отличие от всех многих, которого я знаю, она реально все время развивается. То есть непонятно нахрена, ну то есть, к примеру, ладно, она там эстонский, да, пошла учиться. Зачем, не знаю. Она выучила арабский, египетский диалект. А сейчас она пошла на вокал. Хотя, ну, она петь не умеет, вообще от слова, да? И она пошла на вокал, чтобы уметь. Прикиньте? То есть, если, например, я не умею делать сальто, да, я не пойду на гимнастику. Ну, куда? А вот она бы пошла. И несмотря там на возраст, на там, какие-то болячки, еще что-то, ну, я про свои, да, я не пойду, а она пойдет. Вот. И даже то, чем я занимаюсь, она интересуется этим. Это очень прикольно. Когда твоя жена интересуется твоим ремеслом, она задает вопросы, она пытается вникнуть, а не так, типа, ну, чем-то там, знаете, как это бывает, а чем ваш муж занимается? Ну, что-то там, стройка какая-то, а конкретно, что, стройка там, она же, понятно, там может быть плотник, каменщик, там, бетонщик, металлоконструкция, прорада, в конце концов, там, или еще кто-то. Ну, что-то там, да. А она все знает. Она даже иногда больше знает, чем знаю я. Она подмечает, она мы сидим в какой-то компании, и многие там интересуются, хотят со мной познакомиться, то я очень скромно там на что-то отвечу, все остальное эфир будет Янин, то есть она будет рассказывать при мне. А я буду сидеть и думать, да, правда, да, точно, ведь я даже об этом и забыл. Вот. Также Яни. То есть Яна, наверное, максимум, что она скажет, что она бывший профессиональный танцор и тренер бальных танцев, спортивных, да, бальных танцев, и фотограф. Это, наверное, все, что она скажет про себя. А я могу про нее часами рассказывать. И вот это, наверное, очень круто, что мы знаем друг друга лучше, чем мы знаем самих себя. Вот и все. И это очень классно. Когда мы, там, Яна, например, по моим ноздрям сразу понимает, что дело пахнет жареным. Надо нести валерьянку, потому что сейчас что-то начнется. Вот. А я, например, по ее одному только там взгляду, особенно когда она там где-то зависает в воздухе, я понимаю, что, так, за ручку, пойдем, садимся, там, вина. Да? То есть мы друг друга уже настолько изучили, что мы без слов друга понимаем. Даже сейчас во время интервью она 15 раз мне сделала уже замечание, при этом не произнеся ни одного слова. Да. То есть, получается, вы делаете друг друга лучше? Однозначно. И мы друга не портим. Ну ладно, хорошо, я начал материться только когда познакомился с ней. Это, пожалуй, единственный недостаток. Она такая матершильница, это... Я шучу, на самом деле нет. Нет. Яна, наоборот, даже часто делает мне замечания, что там, надо перестать материться. Когда у нее иногда там вылетает изредка, то я ей сразу делаю замечания, потому что она настолько у меня крутая, чтобы вы понимали, я ей делаю замечания гораздо... То есть я ей делаю замечания всегда, если есть возможность. Почему? Потому что это большая редкость. Я не могу потерять эту возможность, упустить, да? То есть, например, когда... я эстонец, да, и, соответственно, русский язык не является моим каким-то там прям родным, и я его знаю на слух. Как вот его выучил, да? На слух, понимаете, да? И, соответственно, я же еще глухой, поэтому я не все правильно услышал. И она меня там поправляет в некоторых местах. Там не мое кофе, а мой кофе, например. Потом, например, я всегда говорю сосиски. И я не понимаю, что не так. И она мне постоянно говорит, надо говорить сосиски. То есть не мягкий, а твердый знак. То есть, там нет мягкого, да. А я не понимаю, я говорю сосиски. А я никогда об этом не думался, да. И она меня все время как бы поправляет. И вот, например, была вещь, например, он ложит.
И когда кто-то приходит, русский, и говорит, вот, и он берет и ложит свой телефон, я такой, не ложит, а кладет. То есть я пользуюсь, потому что я сам так говорил, теперь я так пытаюсь не говорить, и если кто-то говорит неправильно, то есть я вот это душнило. То есть, ну, она на мне, я на других, знаете, вот это. Вот. А нет, она классная, она красивая, она молодая во всем, и телом, и душой, и всем. Вот. При этом она очень мудрая, умная, воспитанная, культурная, образованная, у нее есть ценности. Слушайте, видите, я уже сколько времени говорю о своей жене. И, вот. Класс, это круто, это Да. вообще круто. Так что я вообще, ну, всем желаю, что все должны просто найти свою эту половинку, от которой они будут получать удовольствие. Вот в целом и все. Ну вот видишь, ты не зря приехал в Хургаду, встретил здесь Яну. Ну, понятное дело, да. Но вот смотри, я всегда считаю так, что заслуга Хургады в том, что здесь такой климат и Красное море, да, это не заслуга самой Хургады и не жителей этой страны, да, то есть это так случилось, это природа. Да. Вот. Также и не заслуга Хургады, что Яна приехала сюда. Потому что Яна сюда приехала не потому, что здесь очень круто жить с точки зрения экономики, там, образования, работы или еще что-то, потому что здесь климат и море. Да. Поэтому, да, конечно, в каком-то смысле хорошо, что Хургада именно как курорт и привлекает сюда туризм. Один из этих туристов оказался Яна, и я, вот мы тут сошлись. Да, в целом, да. Вот. Вот такой вопрос. Чтобы быть твоим другом, какими качествами нужно обладать? О, ничего себе вопрос. Да, и в целом, наверное, просто нужно уважать. Наверное, уважение должно быть к моему мнению, к моей семье, к моему дому, к моей стране, к моей культуре и ну и ко мне, да, ну ко мне как, опять же, то есть я, наверное, скорее всего тот, который это уважение надо заслужить. То есть, если я не заслужил уважения перед этим человеком, то это мой косяк. А вот все остальные вещи, это по умолчанию. Вот. Это, наверное, первое. Второе, мой друг должен быть честным со мной. Он может врать всем остальным, обманывать, все что угодно, но со мной он должен быть честен. Если со мной человек честен, то тогда я не буду бояться в том, что он может меня обманывать. Друзья не должны обманывать. Вот муж и жена могут друг друга обманывать, родители и дети друг друга могут обманывать, а друзья не могут. Потому что это не родственная связь, это вещь, которая... Это те отношения, которые именно и строятся исключительно только на доверии, максимальном доверии. То есть друзья там, и подруги друг другу могут доверить то, что, например, муж и жена не могут друг другу доверить. Вот. И третье, наверное, это, наверное, время, которое покажет, и ситуация за это время, которая будет возникать, в которых человек себя как проявит. То есть я всегда говорил, что дружба познается не только в беде, а в целом. То есть как твой друг потенциальный, да, на тот момент, как он реагирует на те или иные события в твоей жизни. То есть не только надо же в горе, надо еще и в радости. То есть умеет ли он действительно радоваться за тебя, умеет ли он действительно с тобой, как сказать, поделить вот этот момент счастья, а не завидовать или ждать от тебя что-то. И еще четвертое, да, отсутствие ревности. Друзья не должны ревновать. Потому что если друг начинает ревновать, да, и там подруга, вот это проявление, это уже не совсем дружба. Это какое-то странное отношение, это какая-то привязанность, какое-то чувство собственности, только мой друг и так далее. Да, то есть это же вот когда муж с женой, да, потому что здесь есть некоторые моменты, да, где нельзя делиться с женой или мужем, нельзя делиться, а друзьями делиться нужно. То есть если у тебя есть хороший друг, то пускай он будет еще хорошим другом еще и другим людям. Это же, ну, дружеские качества, они очень важны. Вот. Причем он может быть как человек по жизни, да, там, в работе говно, в отношениях говно, как отец отвратительный, как, не знаю, там, руководитель тоже мерзкий там и так далее. Ну, как друг. Поэтому нельзя друзей именно осуждать за их другие какие-то там поступки. Ты можешь его поругать, но осуждать, тем более говорить про друзей плохо третьим лицам нельзя.
Друзья, они такие, типа, как вот у нас, да, с друзьями. Мы никогда друг про друга ничего плохого третьим лицам никогда ничего не скажем. Мы скажем все другу в лицо. Но если кто-то что-то скажет плохое про нас, нам же, да, или при нас, но ждите беду. Мы никогда не позволим. Потому что друг это как член семьи, это как то же самое, как твоего брата, твою мать или кто-то оскорбляет. Также и за друга нужно вот здесь именно равные моменты, как нужно относиться к нему. Вот, так, вот, наверное, вот это все я ценю, и, наверное, для меня вот что значит дружба. Поэтому у меня их не так уж и много друзей. И, естественно, все мои друзья не без косяка. То есть у меня, наверное, нету ни одного друга, который бы не косякнул. Ну, вот. Да и я, наверное, тоже думаю, что я где-то по-любому там дал косяка, но при всем при этом дружба оказалась сильнее. Мы пережили эти моменты, мы сделали выводы. Многие вещи, которые там мы, наверное, сделали друг другу больно или сказали как-то, обидели чем-то, не было бы так больно и не было бы так обидно, если бы мы не были бы друзьями. Если мы были бы просто приятелями, знакомыми, нам было бы плевать. А так как мы все-таки друзья, то вот и поэтому мы испытываем такие вот чувства обиды и оскорбления. Значит, все правильно. Значит, мы действительно друзья. Время это доказало. Ситуация, положение, в которой оказались мы, доказала, кто как себя проявил. И поэтому, несмотря на все, мы находим в себе силы. И дружба важнее. Вот. А у тебя бывают какие-то моменты тоски или депрессии? Конечно, как же без этого. Но я, наверное, чтобы это не было как пафосно, да, я все-таки являюсь максимально во всех смыслах говном, судя по тому, что меня мух сел, я являюсь творческим человеком. Потому что все, чем я занимаюсь и живу на протяжении более 20 лет, а может даже и 30 уже, это все творчество. Это все связано исключительно только с творчеством, поэтому я не могу сказать, что я не творческий человек. А творчество – это вещь нестабильная. То есть творчество – это вещь, которая кому-то надо, а кому-то не надо. И для того, чтобы узнать, что это кому-то надо, или чтобы человек понял, что это ему надо, ты должен как-то это до него донести, найти этого человека. А это очень долгий, очень такой с препятствиями путь. Поэтому путь не легкий. А нелегкий путь, он либо тебя ломает, либо делает тебя сильнее. Но хочешь ты или не хочешь, раны будут. Психологически это на тебя очень сильно влияет. Потому что, вот я говорю, например, мой основной род деятельности – это бизнес, который связан напрямую с творчеством. Это организация проведения мероприятий. Был коронавирус, нет заказов, нет работы, нет доходов. И это не может тебя не отправить в зону депрессии, где ты сидишь и думаешь, а как дальше-то? Я же больше ничего толком не умею. Нет, я могу пойти на стройку, еще что-то я могу делать, но я считаю, что каждый человек должен заниматься только тем, в чем он хорош, что действительно ему нравится. Как этот японский, да, по-моему, какой-то мудрец сказал, что если ты хочешь всю свою жизнь не работать, но при этом постоянно получать деньги, и при этом еще получать удовольствие, ты должен найти работу, от которой ты будешь получать удовольствие, и тогда это уже будет не работа, а это будет просто хобби, кайф. И еще за это получаешь деньги. Но разве это не круто? Вот, поэтому мне, наверное, спустя столько лет, занимаясь именно творчеством, находясь все время на сцене, работая напрямую со зрителями, создавая именно вот какое-то шоу, да, мне, наверное, сложно взять и переобуться и пойти в какую-то вообще другую отрасль, на завод, например, работать. Я думаю, я там справлюсь, я думаю, я там приноровлюсь, я выучу, я пойму, как и что, и на это какое-то время уйдет. То есть, не самый тупой человек, но я буду несчастный. Я буду несчастный, и тогда я там и останусь в этой депрессии. Вот. Поэтому, да, бывают взлеты, бывают падения. Одно время я был востребован, в какой-то момент я перестал быть востребован, и мне непонятно почему. Потом мне стало понятно почему, но было уже поздно что-то исправлять, и ты в какой-то момент в своей жизни должен опять начинать все заново. За мою очень короткую жизнь я прожил чуть-чуть больше, чем треть века. У меня было серьезных таких прям падений, наверное, 4. И из них всего лишь, наверное, 3 взлета. Вот сейчас я жду, наверное, свой 4-й взлет.
И вот он задержался. Это когда рейс, полет отменяется, уже очень давно. И что-то я для этого, конечно, делаю, но на что-то я, наверное, не нахожу силы мотивации. Я, наверное, теряю какую-то веру в себя и веру, наверное, в людей. Потому что, наверное, людям уже этого не надо, им надо что-то другое. А когда людям надо что-то другое, значит, ты должен им дать это. А что-то другое, если ты не умеешь, ты им дать это не сможешь. Потому что если что-то давать, продукт должен быть качественный. Вот. А я не могу некачественно. Правда, не могу. У меня бывало концерты, когда половина моего материала не зашло, не раскачало, не было обратной связи именно в аплодисментах и в смехе у зрителя. Я очень сильно это переживал. Очень сильно. Потому что я много трудился, много работал, ставил ставку и проиграл. И это тоже такое бывает. Потому что никогда нельзя предсказать, какой будет зритель, что зрителю нужно. И если, например, эта концертная программа еще не проверена, а будет впервые, да, то это всегда прыжок в неизвестность. То есть, поэтому есть такие вещи, как, например, проверка материала, где-то в маленьком узком кругу выступить, показать и получить обратную связь, сделать выводы, заснять свое выступление, посмотреть взглядом зрителя, сделать редактуру, перелатать и так далее. Вот. И это, наверное, правильный очень подход, но не всегда есть такая возможность. Вот в целом и все. То есть, получается, тебя можно назвать человеком, который любит свою профессию, она тебя возбуждает? Нет, она не возбуждает, но я получаю от нее действительно удовольствие от процесса, я получаю удовольствие от результата, я получаю удовольствие от дохода. То есть, когда твоя просто идея принесла еще не только радость людям, да, и хорошие отзывы, но она принесла еще и тебе и деньги, монетизацию, да, то это очень ценно. Теперь мы говорим про материальные, да, ценности, это очень ценно. Это то же самое, как и изобретение. То есть вот кто-то изобрел там, не знаю, пластмассовые цветы, да, грубо говоря, попробовал, и было востребовано. То есть люди начали покупать, и он начал на этом зарабатывать деньги. Ну, конечно, это не может тебе не приносить какое-либо вот такое удовольствие. И, наверное, самооценка тоже, она в полете, правильно растет, эта самооценка. То есть она исходит из того, что это заслуженно. Это действительно был сделан труд, это действительно мозговая деятельность, и она получилась. Потому что все творчество – это мозговая деятельность. То есть это фантазия, которая не всегда можно взять и сделать в практике. Для того, чтобы ее сделать уже в практике, нужно много поработать еще мозгами. Фантазии уже недостаточно. То есть нужно уже материализировать твои фантазии. Это очень сложно. А потом еще монетизировать это. То есть это очень такой долгий путь. И иногда в голове это все очень быстро происходит, да, хлопок, ты сразу придумал идею, придумал, как это реализовать и придумал, как еще на этом заработать. А когда нам надо на деле это делать, это долгий путь, это очень сложный творческий. Плюс, если это творчество связано хоть с кем-то, тогда ты должен его еще в этом убедить, что это действительно стоит того, чтобы там инвестировать, чтобы взяться за этот проект, чтобы спонсор согласился, например, дать тебе финансирование на реализацию этой идеи. Или, например, ты инвестируешь свои какие-то, да, деньги. Потом нужно это же еще убедить зрителя, что это твоя идея, это классно, приходите. Вот сейчас, казалось бы, вот Сева, да, вот возвращаясь. Но что еще нужно, да, как нужно еще доказать людям, что Сева стоит того, чтобы прийти на него посмотреть, потратить свое время, свои средства. Что еще нужно? Вроде все сделано, а кажется, нет. Вот теперь представьте, Сева со своими огромным бэкграундом, да, портфолио и всеми заслугами, именем там, и творчеством, нужно доказывать еще здесь, в Хургаде, да, кому-то. А теперь что говорить про меня и про мое творчество? Ну, конечно, мне это дается еще сложнее. Вот. И, наверное, амбициозность. Вот у Севы отсутствуют амбиции, а у меня они как раз-таки присутствуют. У Севы есть, в отличие от меня, у Севы есть огромная просто, я не знаю, творческая комьюнити всей России и за ее пределами. Просто наизвестнейшие продюсеры, гендиректоры креативных телеканалов ТНТ и всех остальных, связи со звездами разных масштабов. И он им не пользуется, потому что у него нет амбиций. А у меня их нет, но есть амбиции. То есть, если мы поменялись, да,
то я бы, используя свои амбиции, естественно, я был бы, наверное, где-то вот. Но это уже тоже недостаточно, потому что у всего еще есть талант, который отсутствует у меня, и это тоже немаловажно. Вот видите, насколько мы с Севой максимально разные люди, но при этом мы уже более 10 десяток, я не знаю сколько уже лет, мы лучшие друзья. Александр, а если мы договоримся и снимем что-то интересное здесь о вашей жизни? Да, мы всегда будем рады, потому что у нас прям вот мы уже так получается, что Сева прилетает с утра на самолете, с самолета к нам, и мы сразу начинаем готовиться к концерту, то есть сразу начинаются репетиции, подготовка, полная конструкция формата. То есть одно дело сейчас онлайн мы готовимся, а теперь как бы мы будем все это дело как бы собирать, этот конструктор, поэтому сюда можно прийти, поснимать, как мы готовимся, где мы делаем. Плюс мы сейчас планируем один перформанс бесплатный на улице, там короткий, так что мы тебе обязательно сообщим, приходи, снимай. То есть, надеюсь, людям понравится. Такой маленький бесплатный концерт для всех. Вот. Так что как-то вот так вот. Я, конечно, наговорил там про людей, что там пишут комментарии, критикуют. Это, конечно, их право. Я не могу ничего там запрещать, естественно. Но я имею также право и критиковать их. То есть, если человек взял себе право критиковать кого-то, да, кого он не знает, то я критикую тоже их, которых я и тоже не знаю, но я критикую их за определенный поступок, за их негатив, за то, что они берут и по большому счету хают имя человека, который они не знакомы, который ничего плохого им не сделал, а я критикую их за такое поведение. Мне оно непонятно, мне правда оно непонятно. Мне кажется, что я очень желаю, чтобы эти люди были счастливыми. Потому что я уверен, что вот этого им просто не хватает. Как только они будут хотя бы чуть-чуть счастливее, чем они есть сейчас, то им не надо будет больше ни Facebook, не создавать фейковые аккаунты, не писать гадости, а просто, наверное, жить и заниматься чем-то своим. Когда у человека так много времени, чтобы вот это комментировать, свободного, да, то значит ему просто реально нечем заняться. Поэтому всем желаю еще и творчества, кем бы вы ни были. Да, потому что творчество, оно забирает как раз-таки вот это ваше свободное время и дает вам возможность самореализовываться для себя. Вот как моя любимая жена. Вот у нее до хрена свободного времени. Она теперь эстонский учит, на вокал ходит. Еще рисовать ходила. Вот. Она сейчас еще что-то, по-моему, налепку собралась какую-то. И это с учетом того, что у нее еще до хрена других забот, то есть помимо всего прочего. Это у меня ничего, по большому счету. Вот. То есть если она забивает свои вот эти дыры, какие-то там полчаса-час на вот это, разве она не крутая? Да, она и крутейшая. Так что мы, я так понимаю, особо не прощаемся. Скоро увидимся с тобой и с твоими зрителями. Вот, ребята, ставьте лайки под видеороликом, не потому что вам это интервью понравилось, а чтобы просто поддержать Викторию. Вот. Всем спасибо, всем добра. Приходите на концерт 18 апреля, Лондон Бридж, Сева Москвин. Сумасшедший Сева Москвин с сумасшедшим концертом, сумасшедшим со мной и сумасшедшей Викой. Так что все, будьте немножко безумны. Пока.